Привет всем! Сегодня фильм про Арчи. У нас два котенка Мейн-куна, Арчи и Анфиса. Прошлый фильм был про Анфису, про ее подвиги. И сегодняшний, как обещал, про братца Иванушку, которого зовут Арчи. Вот видите, у них веселые игры. Все это происходит в Австрии, в Каринтии, на озере Осиах. Никто его не загнал. Вилечка, ну куда ты попёрся? Это у нас Арчик изучает путь, как Вилечка там забирается. Да, вот так, да. Ир! Ир! Да. Иди и полюбуйся. Анфисочка. Да хоть за Анфиской-ка. Анфиска здесь. Анфиса. Ну все, отворачивайся туда. Нет. Или уходи. Она птичку увидела. А, тебе мало, да? Добавочки захотелось. А да, он уже туда прыгал, я знаю. Он изучает маршрут Вилечкин. Я видела, он уже туда прыгал. А потому что они с Вилечкой друзья. Да, и он хочет все как Вилли, так и Да, он. он хочет быть как Вилли. Ну, он уже почти как Вилли. Ему бы килограммы набрать. Ничего. Ну, дальше-то будешь на верхнюю полку прыгать, А дорогой? как ты открывал ворота, что ли, чтобы закатить этот бачок? Да, я через ворота закатил. А эти как же? Ну, они пока отвлеклись. Так. Да, он проверяет. Ну, понятно, Арчи, давай. А зачем они лазят на эти баки? Эта дорога, там вы видели полочки, прибитые к стене бетонной. Это дорога на гараж, на крышу гаража. Там котик Вилли спит на гараже или под крышей дома. Соответственно, котята тоже исследуют этот путь. На канале есть видео многоходовочка кота Вилли. Там в деталях вот про все вот эти полки, баки, весь его путь, шаг за шагом, как он отправляется на крышу. И там проводит время. Он с утра уходит и возвращается уже после обеда. Вот после появления котят он стал приходить намного раньше. Он за ними наблюдает, ему с ними интересно, он с ними играет. Все это происходит перед домом сейчас, и центром притяжения является кормушка. Там есть кормушка, птицы, на канале много видео про это. Вот эти птички, они, в общем-то, привлекали некоторое внимание котика Вилли, но он на птиц не охотился. Но вот с появлением котят ситуация изменилась. Ну, вот видите, они садятся, их все это очень интересует. И недавно у нас был инцидент. Сестричка Анфиса поймала птичку. Про это будет следующий фильм, следующая серия. Мы попытались ее забрать, нам не удалось. В общем, это был первый трофей. Соответственно, Арчи тоже ходит. У него пока на счету только мухи и бабочки. Вот. Но он старается. Тем временем заглавный кот идет своим маршрутом. Он пришел маму проведать. Кстати, вот те помидорчики вкусные, зря ты на них говорил. Ну, они вкусные, но они не Нет, они помидоры просто моей были- мечты Они вообще. были просто недоспелые. Ну да. Когда И вот
погода не дает шансов им доспеть вообще. Можно я выйду? Выйти? Нет. Котенька, видишь, вот сидит. Ну, мы вообще-то категорически против того, чтобы они охотились на птичек. И поэтому кормушку, скорее всего, придется демонтировать. Ну, мы попытаемся найти какой-то вариант повыше, чтобы они не доставали. Но, скорее всего, просто ее придется убрать. Потому что с этой компанией молодой, боюсь, у птичек будут неприятности. Нам этого не хочется. А на кормушке аншлаг. Сегодня надо убрать кормушку. От греха подальше. Да. То эти товарищи у нас ненадежные. Да. Ох, лижутся. У котят между собой хорошие отношения, они, так сказать, лижутся, спят вместе. Иногда Анфиса начинает притеснять мальчика, начинает ему что-то запрещать, но потом также неожиданно она ему опять все разрешает. Вот смотрите, он улегся, смотрит под воротами. Они наблюдают за жизнью, которая происходит за забором. Там периодически кого-то водят, могут собаки на какого-нибудь вести. Кто-то ходит, что-то на поле происходит. Но там все снизу заделано, чтобы не вылезли. В прошлом фильме была попытка успешная Анфисы выбраться за территорию. Она была пресечена. Мы укрепили все, что необходимо было укрепить. Тем не менее, за ними нужен глаз да глаз. За этой компанией. Потому что они, конечно, кот это жидкость. Они очень хорошо прыгают, очень такие непоседливые. И мы стараемся все-таки не допустить их выхода за территорию. Это котик Вилли. Вот, во всей красе. Это уже перед домом. Там на этих террасах цветы. А вот этот куст слева от них, это любимое место игры Арчи. Вот. Он забирается туда, внутрь в куст, что-то грызет его, напрыгивает на него. Вы увидите достаточно много кадров, как он в этом кусте играет. А другой такой момент привлечения, это снизу пирс. Они ходят возле пирса, там в тростнике кто-то шумит. Там есть птички различные, там утки есть, лысухи, какие-то звуки, что-то шумит, и их это интересует. При этом интересно, что Арчи старается лапки не мочить. Один раз он упал, так, случайно с пирса упал в воду, по пояс намок, потом долго вылизывался. Вот они идут тут. Но Арчи старается, в общем-то, когда становится мокро, дальше не идти. Анфиса в этом отношении не боится намочить ноги. И она заходит до самой воды. Я долго за ними наблюдал. Там, у меня на пирсе доски для серфинга, я зарядку по утрам делаю там. То есть у меня регулярно на пирсе есть какая-то работа. И я за ними присматриваю, чтобы они... просто хотел понять, что их там интересует. Привлекает все-таки вода, некоторая опасность. Вроде в воду они не лезут. Что естественно для кошек. Их интересует, в принципе, кот Вилли тоже постоянно где-то вот рядом может находиться, но он где-то в метрах двух от тростника слушает на слух и оттуда потом таскает мышей. Там водные полевки, это такие крысы небольшие. Вот. Есть ужи, иногда ужи бывают там, а змей ядовитых нету. Вот. Но вот эта парочка, ее очень интересует происходящее в тростнике. Вот они постоянно ходят, но я за ними присматриваю. Вот он на пирсе. Наш охотник на бабочек. Вот, ему очень тоже на пирсе его интересует. Садится на край, смотрит на воду, долго может сидеть. Поймал какого-то насекомого, траву ест.
Ну такой, кошки едят траву, это ну, совсем нормально, потому что они, когда вылизываются, шерсть попадает в желудок. И когда они едят траву, они потом начинают отрыгивать все это вместе с шерстью. То есть это вот такой нормальный процесс. Вот котик Вилли сидел, наблюдал за вот этой парочкой. Кот Вилли за ними регулярно наблюдает. Он стал раньше приходить и вечером стал подходить на террасе к окну и смотреть, что они там внутри делают. Я открываю дверь, говорю: Вилли, ну заходи, может креветку хочешь, заходи. Он говорит: нет, я просто на этих посмотреть, пойду дальше воздухом дышать. То есть его они интересуют. Было видео, когда я подвязывал вот для вот этих вьюнков, подвязывал нитку. Это озеро, Осях, развлечения там на водных лыжах, вот смотрите, летают. Ну, я на серфинге. На канале есть видео, как я катаюсь на серфинге. У меня с электромотором. А вот этот прибор, вот эта катушка, на которой шланг, их очень интересует. Они периодически играются там, друг друга за хвост ловят под. Ага, побежал. То есть у них на территории, то, что мы их выпустили на территорию, вот он под этим своим любимым кустом, в общем-то правильно, они там нашли себе множество занятий и вот таких систематических, регулярных попыток уйти не предпринимают. Ну вот видите, он как он с этим кустом. А как-то день был, Анфиса ему запретила подходить к кусту, просто вот она решила, что Арчи, ты не будешь подходить к этому кусту. Она его обороняла, и Арчи отгоняла. Арчи был просто вот в абсолютно расстроенных чувствах, но потом ему опять милостиво разрешили. Иногда вот бегают как белки. Обычно у них активность, самая большая активность по утру очень рано, где-то к 7 утра. Они выспались и вылетают, начинают гонять, как сумасшедшие. Вот вторая такая фаза активности уже в сумерках. Вот. Но мы их до темноты им не разрешаем оставаться на улице. Когда начинает уже совсем темнеть, мы их забираем. В общем-то, они пока не имеют такого доверия, как котик Вилли, который гуляет в любое время, который сам определяет свой график. А этим белкам пока еще рано. Пусть пока подрастут. Вот видите, как они по траве прыгают. Во второй серии был их первый выход на улицу, и они не знали травы. И они по траве буквально боялись ходить. Ну, сейчас все нормально. Вот смотрите, это экспериментальный кусок газона. В этом году Ирина попробовала. На склоне стричь неудобно. И она нашла такой газон, который не требует стрижки. То есть эта трава вырастает определенного роста и больше не растет. При этом там цветочки, которые привлекают пчел. То есть он живой такой, абсолютно нормальный. И, как видите, эксперимент удался. Мы на следующий год весь склон поменяем вот на такую траву. Хотя это довольно трудоемко. Это надо старую всю убрать, эту засаживать буквально, так сказать, вкапывать фрагментами. Ну, сделаем. Вот. Арчик у нас. Любитель побегать и попрыгать. Это уже снято в сумерках, уже темнеет. После где-то 7 вечера, где-то около 8 часов вечера, ну, пока лето, еще светло. Но их уже надо домой отправлять. Дома они смотрят с нами телевизор. Анфиса сама по себе, а Арчи на ручках. Может у Ирины, может у меня. Ляжет на колени. И он такой шелковый мальчик.
Они гуляют, конечно, под присмотром. В общем-то, мы их стараемся пока контролировать. А кот Вилли, вот он гуляет сам, и он сам понимает, куда можно, куда нельзя. То есть у него уже некоторая степень сознательности есть. Он четко понимает дом, он, ну, так сказать, не доставляет нам в этом плане беспокойств. А котята пока они еще исследуют. И вот смотрите, это момент, когда кот Вилли наблюдает за Анфисой. А Анфиса принесла свою добычу и играет с ней. Я, в общем-то, не знал, стоит ли показывать вот это все. Ну, покажу, это жизнь, это их жизнь. Этому будет посвящен следующий фильм «Успешная охота Анфисы». Вот она играет. Арчи смотрит такой завороженный. Вот. И котик Вилли за ней наблюдает. Сейчас он пойдет за ней. Ну, скажет, ты не забудь поделиться добычей-то. Ну, котик отправился. Вот. А Арчи с огромным интересом исследует вот то место, где все это происходило. У него пока мухи с бабочками. А Анфиса, к нашему, в общем-то, к нашему ужасу, она открыла свой счет. А кот Вилли у нас такой настоящий охотник. На канале есть несколько видео. Если не смотрели, посмотрите, как он охотится. Именно про охоту кота Вилли. Есть мастер-класс по ловле мышей. То есть для кота поймать мышь, вот для Вилли, это такое плевое дело. Пошел поймал. Он их к тому же еще и ест. Опять же, к нашему ужасу. Мы ему не позволяем это делать дома. Но он может устроиться на террасе и у нас на глазах вот что-нибудь такое сотворить. Вот видите, это воспитательная работа. Ну, такая, шутя и играя. Но, в общем-то, Вилли птичек на кормушке не ловил. Вот смотрите, как он лежит. Задние лапы в чулочках. Вот так он их горизонтально назад. Ну, молодец. На животе. А вот сейчас котик Вилли, он бывает вот так лежит, а потом забывает опустить заднюю лапу. Начинает уже умываться передняя, а задняя у него медленно опускается сама по себе. А вот смотрите, это он уже дома. И вот он так лежит очень часто. Ему нравится так лежать. Задние лапы вот так вот он делает. Ну, смешно, конечно. Арчик у нас, он не дурак поесть. Он очень, так сказать, у него хороший аппетит. Он ест больше, чем Анфиса. При том, что Анфиса как бы пошустрее. Вот, поэтому у нас есть некоторые опасения. Он вообще во многом похож на Вилли. У него характер во многом как у Вилли. И вот покушать он любит. И вообще, как Ирина его называет, Вилли Джуниор. Вот так вот. Ну, мы постараемся все-таки в еде его немножко ограничивать. А так, Анфиса их двоих компенсирует, что касается энергетики и такой динамики. А Вилли с Арчиком у нас такие спокойные. Следующий ролик будет про охоту Анфисы. В принципе, там есть на что посмотреть в плане поведения кошек, в плане вот именно охоты. Так что приглашаю. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!